совместно с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Consulting. Итак, друзья, перед вами самый большой регион Украины. Это западный регион, куда входит, как вы видите, 8 крупных областных городов-центров. Ну и, кстати, по населению западная часть Украины, сейчас она самая большая по количеству проживающих в ней украинцев. До 2014 года, 2000, естественно, 2014 года, самый крупный регион был Донецко-Приднепровский, то есть по населению был он номер один. Ну вот теперь все поменялось. Итак, друзья, сегодня мы говорим о недвижимости города Львова. Показываю легенду карты. Значит, мы будем очень кратко сейчас пройдемся по основным характеристикам, которые, в общем-то, показывают состояние рынка на конец января 2026 года. Население, друзья, довоенное 721 тысяча. Я думаю, что все-таки увеличилось, незначительно, но увеличилось. Кто мне смотрит с Львова, напишите. Почему? Потому что все-таки какое-то количество людей приехали в западную часть Украины, и в том числе во Львов. Я думаю, что они увеличили, так сказать, вот это общее количество проживающих в городе Львове. Может быть, я ошибаюсь. Напишите. Количество предложений, которые были зафиксированы мною на рынке жилой недвижимости, это предложения, квартиры выставлены для продажи, первичный, вторичный рынок. 9380 объектов, что на 3% меньше, чем в декабре 2025 года. Ну, друзья, это связано очень просто с тем, что когда в розетке нет электричества, соответственно, ты не можешь подать объявление. Мы мониторим все крупные интернет-сайты, порталы, которые публикуют объявления квартир, которые выставляются для продажи. Поэтому с этим и связано, что активность по предложениям уменьшилась. Я вот почему-то вспомнил 1991 год, как только рынок недвижимости получил, так сказать, ну, юридическую основу, был принят закон о частной собственности. Квартиры, которые были не собственностью, а принадлежали государству, люди просто в них жили. Эти квартиры стали приватизировать и, естественно, стали продаваться. Так появился рынок недвижимости в 1991 году. При этом, при всем, я очень хорошо помню это время, как, значит, человек, который хотел продать или купить квартиру, или давали объявление в газету местную, естественно, или же ходили, значит, ну вот у нас было специально расклейщики, они назывались, то есть женщины. Печатали мы много таких этих, как они, листочки назывались, да, где там куплю или продам квартиру. И вот это все расклеивалось по городу. Вот таким образом собиралась информация о проданных квартирах, вернее, о квартирах, которые хотят люди продать. Ну, и, естественно, собирались покупатели, заявки на покупку. Вот, похоже, друзья, мы подходим как раз к тому, так сказать, времени. Без интернета, без света рынок недвижимости, наверное, также будет через сарафанное радио продаваться. Ну да ладно. Переходим к следующему показателю. Это у нас социальное жилье, стоимостной показатель. Буду говорить только в процентах. Рост за месяц плюс 0,99%, то есть на 1% стоимость за один месяц выросла. Также социальное жилье, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и выше в целом по городу. Здесь мы сравнивали, видите, я здесь забыл поменять. Сравнивали мы сентябрь месяц с декабрем месяцем, видим рост незначительный на 1,27%. То есть это долгосрочная аренда, она растет. Эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок, рост показал плюс 0,88%.
Переходя к первичному рынку, мы видим, что первичный рынок также подорожал квартиры эконом-класса на 2,41%. Ну, фантастика. Почти 2,5% за один месяц. Это, конечно, да, говорит о девальвации национальной денежной единицы. Напомню вам, что первичный рынок продается исключительно в гривне. И, соответственно, компании-застройщики, понимая, что материалы, которые многие, возможно, покупаются где-то за границей, они, в общем-то, все это переводят по курсу. То есть первичный рынок растет. Первичный рынок квартиры бизнес-класс подорожали на 1,64%. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса также подорожали на 1,40%. В целом мы видим положительную динамику, то есть динамику роста в течение всего лишь одного месяца.